Всем привет, дорогие друзья! Мы приехали... Всем привет, дорогие друзья! Мы приехали в город древних развалин, модных бутиков и сумасшедшего уличного движения. Он просто кружит голову, заставляет бросать монетки в каждый фонтан, чтобы наверняка вернуться. Мы... Время! Рим, столица Италии, один из древнейших городов на планете, вечный город, которому больше 2500 лет. В Риме, куда бы вы ни отправились, буквально на каждом шагу встретите всемирно известные памятники античности, средневековья, ренессанса или барокко. Рим лучше всего осматривать, передвигаясь пешком, ведь все основные достопримечательности города находятся в его историческом центре. А еще тут очень непросто найти парковку, поэтому в этот раз мы оставили машину возле отеля и передвигались по городу на метро. Как только мы выходим из станции метро, как видим его, Колизей. Колизей – самая знаменитая и самая кровавая арена в мире. Для строительства привлекли 100 тысяч рабов, захваченных после войны с Иудеей. Кстати, именно в этой войне Веспасиан разрушил Иерусалимский храм, от которой осталась знаменитая Стена Плача. Получается, предыстория Колизея такая же кровавая и жестокая, как и события, происходившие впоследствии на его арене. Колизей был построен в 80-м году нашей эры, всего за 8 лет. Конечно же, почувствовали на себе грандиозную постройку и простые граждане. В империи подняли старые и ввели новые налоги. Был введен даже налог на туалеты, благодаря которому и появилось выражение «деньги не пахнут». Он вмещал около 50 тысяч зрителей и состоял из 5 ярусов. Самый нижний – это для знати, для самых богатых. Выше места для военных, граждан Рима. Потом сидели, а точнее стояли, незамужние женщины и рабы. А на крыше находились матросы. Они натягивали над зданием огромный тент, который защищал зрителей от палящего солнца или дождя. Он заменял жителям Рима телевизор. Народ смотрел грандиозное шоу и забывал о всех своих насущных проблемах. За время существования Колизея погибло около 400 тысяч людей. Это гладиаторы, заключенные и обычные граждане Рима, которые сражались на арене. А также погибло более 1 миллиона животных. Тут находилась арена. Под ней были гладиаторы и животные.
Пол арены был сделан из дерева и усыпан щедро песком. Так сказать, нормы Санпина. Потому что после сражений было очень много крови. Поэтому песок убирали, доски зачищали и засыпали чистым песком. В 1348 году при землетрясении рухнула его южная стена. Позднее Колизей превратили в каменоломню, где добывали камень для других римских зданий, таких как Латеранская базилика, Палаццо Венеция, собор Святого Петра в Ватикане и многих других архитектурных объектов. Underneath the sun, finally we are one. Are we lost on this ground? I don't wanna know. Римский форум – одно из древнейших мест Рима. Здесь било сердце античного Рима. Это место дышит древней славной историей. Здесь выбирали консулов, меняли деньги, принимали законы. Здесь стояли мраморные дворцы императоров с фресками и бассейнами. Здесь решали важные вопросы Римской империи, приветствовали победителей грандиозных битв и казнили преступников. Немного интересных фактов. Ранее тут было болото, а также самые первые гладиаторские бои проходили на этой площади. Что интересно, бои гладиаторов и гонки на колесницах придумали совсем не римляне, а этруски, которые жили на этой земле раньше римлян. А еще тут сожгли тело Юлия Цезаря, построили самую первую канализационную систему, и в 1960 году здесь проводились олимпийские состязания по греко-римской борьбе. На часах 7 утра, и мы приехали смотреть фонтан Треви. И если спросить, почему мы тут так рано? Да потому что через пару часов тут будет вот так. Чем прославился этот фонтан? Ну, конечно же, он прославился своими легендами и желаниями. Если бросит фонтан одну монетку, то обязательно вернешься в Рим. Если 2 монетки, то влюбишься. Ну, а если 3 монетки, то выйдешь замуж. Или, как говорят итальянцы, тебе помогут развестись. Итак, правило монетки. Берем монетку в правую руку, бросаем через левое плечо спиной к фонтану. Запомнили? Поехали. Попала? Это самый большой и самый красивый фонтан в Риме. Бросать монетку стало настолько популярно, что этот фонтан превратился просто в какой-то игровой автомат. Здесь ежегодно вылавливают 1 миллион евро.
знаменитая испанская лестница. А чем она знаменита? А тем, что тут снимали фильм «Римские каникулы». Но повторить уникальные кадры с фильма с поеданием мороженого у вас не получится, потому что на лестнице нельзя кушать и на лестнице нельзя сидеть. Но если у вас есть лишние 400 евро, то добро пожаловать. Так чем же заняться, если ты пришел на испанскую лестницу? Рассказываю. Вы можете восхитительно любоваться этим прекрасным созданием. А также вы можете спускаться и подниматься. Спускаться и подниматься по лестнице. За порядком следят 8 сотрудников римской полиции. А еще говорят, что когда Гоголь жил какое-то время в Риме, он очень любил приходить на эту лестницу и писать роман «Мертвые души». Ну а сейчас мы пересекаем государственную границу и идем в самое маленькое государство в мире. Для того, чтобы попасть в Ватикан, надо простоять очередь и пройти контроль, как в аэропорту. Да-да, воду с собой тоже нельзя проносить. Собор Святого Петра – это главный католический храм, так сказать, король соборов. Его строили так долго, что строительством успели поруководить и Микеланджело, и Рафаэль. Что мы знаем о Ватикане? Население около 1000 человек, почти все священники, ну и самый главный из них – Папа Римский. А также у государства Ватикан есть свой герб, свой флаг, своя армия, своя футбольная команда, свои марки, деньги, почта, железная дорога аж 850 метров и свой поезд аж 2 вагона. А форму для гвардейцев разрабатывал сам Микеланджело. Ну а сейчас мы хотим подняться на крышу этого храма, чтобы посмотреть и вам показать красивый панорамный вид. Но для этого надо преодолеть огроменную очередь. Мы прошли целый круг, но так и не попали на купол. Видимо, пропустили нужный нам поворот. Ну да ладно, идем на второй круг. A few moments later. Так как мы попали в Ватикан во время подготовки к похоронам Папы Римского, к сожалению, на купол подняться у нас не получится, так как он закрыт. Да. Но зато мы побывали внутри собора и поснимали уникальные кадры. Так что всем пока. Не приезжайте, когда хоронят папу. Не смешно.
прошло наше двухдневное путешествие. Сейчас. У меня уж просто рот замерз говорить. Ну что, вот и прошло наше двухдневное путешествие по Риму. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравилось. Как нам говорят, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите в комментарии. Комментарии. Пока-пока.